Я родился в городе Котовске, это Тамбовская область. Потом переехал через какое-то время в Ростов-на-Дону. И сразу же пошел вот в первый класс. Это был 99-й год. Ну, мое время вот детства это больше, наверное, не 90-е года, а 2000-е, начало 2000-х. Когда появлялись первые телефоны мобильные, и в школе каждый приходил с новой трубкой, и все налетали на него и просили показать, что у тебя за телефон, как он играет, что там за музыка, какие у него функции. Раньше мне мой город нравился, но со временем все приедается, ты ко всему привыкаешь, тебе уже не нравится ходить по каким-то местам, потому что уже все ты уже знаешь, все ты видел. Настолько все приелось, что лучше побыть дома, чем пойти куда-то погулять, сходить. Был друг у меня, который мне все рассказывал и объяснял, что это такое, как этим вообще заниматься. Постоянно какую-то информацию мне рассказывал. Он был старше, и как бы он где-то вот из общения с другими ребятами узнавал о этой культуре, о хип-хопе, о граффити. И я, когда видел его, встречал во дворе, и он постоянно мне что-то новенькое рассказывал. Я просто питал как губка. Вот. Он рассказывает, и я прям запоминаю, прям интересуюсь, мне интересно, потому что это все необычно звучало в те года. Хип-хоп, это Dead Soul, там Wu-Tang Clan, вот такие вот группы Каста, все вот это вот крутилось. Но я помню, шел в белой майке, в широких штанах, у него на белой майке огромный символ Wu-Tang. Подходит он ко мне и говорит: а что это? Он говорит: это Wu-Tang Clan, и начал мне рассказывать про эту группу. Я узнал о Wu-Tang. Ну, правда, нигде я ее потом не слушал, потому что интернета не было. Я просто узнал, что это означает, этот значок, и все на этом. Я рисовал какое-то время в своем каком-то стиле, так называемом. У меня был черно-белый рисунок, бюджетный, так сказать, потому что было такое время, когда я не мог себе позволить покупать баллоны, и сделал вывод, что рисовать хочется, но что делать с тем, что нету денег на банке. И я придумал, почему бы не рисовать эмалью и кистями, просто ЧБ рисунки. Брал эмаль черную, брал эмаль белую, брал валик и брал кисть. Просто закатывал стенку в белый цвет и черной краской делал контур рисунка. Обычно без эскиза просто шел и около стены уже придумывал рисунок. Я, в принципе, особо не люблю рисовать на бумаге какие-то эскизы, какие-то заготовки. Мне кажется, что если ты нарисовал на бумаге, потом уже особо и не хочется рисовать этот же рисунок еще раз, но уже на стене. Не люблю, когда рисую, подходят люди и начинают спрашивать какие-то вопросы. Что-то им надо рассказать, что-то им надо объяснить, что-то им надо показать. И есть люди, которые даже не осознают того, что они мешают или отвлекают от процесса. И они начинают просто с тобой разговаривать, и ты уже можешь с ними минут 10 стоять, разговаривать о чем-то. Они как-то не чувствуют, что они тебя отвлекают. В последнее время у меня так получается, что темой для своих рисунков я выбираю музыкальное, либо что-то из прошлого, связанное с детством. Вообще все мое творчество, оно как-то с окликом на прошлые года, с ностальгией, как будто я беру идеи, вдохновляюсь именно чем-то прошлым. Нахожу какой-нибудь альбом, который хочется послушать, какой-нибудь группы или какого-нибудь исполнителя, слушаю его и потом думаю, почему бы не нарисовать какую-нибудь обложку какого-нибудь альбома этого исполнителя, который мне нравится или который я знаю уже очень давно. Раньше я просто такое даже и
не пытался и не пробовал рисовать, просто я и не думал, что я могу нарисовать все, что мне хочется. Обычно я рисую по возможности, что смогу нарисовать. А сейчас пытаюсь сделать так, чтобы я мог рисовать все то, что мне бы хотелось. То есть независимо от моих возможностей. Сейчас такое время просто, по моему мнению, что не везде безопасно, что сейчас вечером выйти прогуляться по городу не всегда может с успехом все пройти, и неприятности, они могут подстерегать тебя на любом углу. Мне кажется, все стали какими-то более злыми. Больше, наверное, в людях какого-то негатива или неприязни, наверное, какой-то. Если там человек подходит и делает замечания по поводу чего-то, что ему не нравится, это обычно заканчивается либо дракой, либо какой-нибудь поножовщиной. Очень много таких ситуаций заканчивается плачевно. И наш город, мне кажется, не исключение. Всегда, когда обычно я рисую, есть такое ощущение, как будто ты отделяешься от всего мира и находишься в какой-то своей атмосфере, ты не замечаешь ничего вокруг. Ты можешь стоять целый день рисовать и даже не поесть ничего, не выпить воды, не сходить в туалет. Ты просто настолько заполнен своим всем этим миром внутренним при рисовании, что на эти все дела важные, по сути, ты просто не хочешь и не можешь отвлечься. Часто возникали такие мысли, когда думал, что почему бы не бросить все это рисование, что оно не особо как-то серьезное для меня и как-то угнетало меня, может, то, что я не мог ничего придумать. Были проблемы, конечно, с вдохновением каким-то. И были мысли, бросить рисование, бросить граффити, потому что я считал, что это несерьезно, что оно занимает и забирает много времени, много энергии. Я не всегда смогу этим заниматься, что с возрастом все пройдет, и что сейчас это просто трата времени. Считаю, что это как будто часть меня исчезнет, если уйдет интерес к рисованию. И больше, наверное, будет обидно, что столько лет это все тебя вдохновляло и подпитывало, и потом это все уйдет ни с того ни с сего, а оно может уйти. Это, конечно, будет печально, если такое произойдет. Просто с возрастом тоже понимаешь, что интересы меняются, круг общения меняется, все меняется. Бывают даже такие моменты, что на творчество нету времени, или ты не можешь ему уделять даже минутку, и это все тоже может сказаться на том, что пропадет интерес к этому занятию.